Привет! Продолжаем наш челлендж. Делаем игру Match-3 на Unity с помощью Claude Code. Сегодня будет вторая часть. Это что-то вроде спидрана. В первой части я показывал тот подход, который я использовал с играми для того, чтобы зафиксировать результат, который у нас есть, где я максимально сфокусирован, получается, на работе. И у нас вышло 2.20. Но единственная вольность, которую себе позволил в этот раз, я использовал режим Ultra King. Вы могли заметить это. Что это за кодовое слово? Оно просто показывает Клоду, что в данном случае, прежде чем что-то делать, ему необходимо больше подумать. Поэтому мы пока не подбираемся к лимитам контекстного окна, мы можем себе это позволять. То есть в данном случае, чтобы было дорого, богато, качественно. Вот такая штука. Для этого оно используется, чтобы решение оно было качественным. Результат, как вы могли заметить, кто смотрел ветку, действительно получился более качественный, чем тот, который получился на стриме. Мне больше понравился. Поэтому пока мы не подбираемся к лимитам, здесь я вообще не думаю, что мы подберемся к ним, мы будем использовать его, чтобы получить качественный результат. Так как мы идем с одним пунктом, нужно ПИшке давать больше помощи, чтобы она дала нам на выходе более качественный результат, чтобы мы не плевались на него и не переделывали за ней по несколько раз, чем больше она подумает, в общем, пока у нее есть на это возможность, тем будет качественный результат. Результат также будет зафиксирован в гид-репозитории. Я также оставлю свою голову, чтобы был процесс наблюдаемый, получается, как это происходит. Сегодня будем ускоряться с помощью командной строки запуска второй и третий по необходимости. Так как Claude Code — это агент командной строки, соответственно, никто не мешает нам одновременно запускать их несколько. И как вы заметили в прошлый раз, я простаивал местами, то есть пока он генерировал либо код, либо он генерировал документацию, и я простаивал. И мое в данном случае время не было эффективно использовано. Сегодня постараемся закрыть эту лазейку, получается, чтобы мое время было максимально использовано. Я буду больше, может быть, просматривать код, где-то давать задание, чтобы он уже генерировал следующий шаг. И таким образом это бутылочное горлышко, оно будет менее заметно. То есть мы будем по максимуму использовать его возможности, не пересекаясь с ним, чтобы максимально он всегда работал, не простаивал. Спасибо всем тем, кто подписался. Я благодарен вам. Благодарен за активность на этом видео. Оно действительно более активное, чем предыдущие мои. Поэтому спасибо вам. Таким образом вы показываете YouTube, его алгоритмам, что эта тема, она может быть интересна другим. Поэтому я буду благодарен за активность в дальнейшем. Если есть предложение о том, как может пойти разработка, то есть у меня есть свой план, о котором я говорил в прошлом видео. Если у вас есть свои предложения, пожалуйста, делитесь в комментариях. Я отвечаю на каждое из них. Буду благодарен. Итак, желаю хорошего просмотра и погнали. Пока-пока.